Здесь до сих пор нет электричества. В Крестовоздвиженском храме, как и в начале 19 века, зажигают свечи. Делает это по большим праздникам Юрий Николаевич, настоящий комбат из военного городка Костерева-1, офицер, воспитавший сотни молодых людей. Сержанты стали полковниками, кто МВД, кто в Министерстве обороны заведует финансами. Ребята выросли, кто банкиром стал. Этой братской могиле 2 столетия храм построили в память о тех, кто здесь упокоился. Это ополченцы, которые ровно 210 лет назад выгнали французскую армию из сожженной Москвы. На родину вернулись 3 из сотен ратников. Сегодня в храме вновь звучат молитвы о погибших и раненых на Донбассе. У нас какой-то путь России, наверное, всю жизнь. Она является как спасителем для всех. И все войны, какие были, они все были в основном не завоевательские, скажем, а мы всегда выступаем в роли оборонительной, да, а потом освободительной. Он не связал свою жизнь с большим спортом и не стал бизнесменом. Будущий отцу Алексею еще во время Советского Союза предсказал старец. Он сразу сказал, говорит, будете служить. Да, мне 23 как раз. Что бы ни делали, куда бы ни ходили, все равно будете служить. И начнете там 39 к 40. Отец Алексей служит здесь 5 лет, говорит, храм в Костерево строили обычные крестьяне. Со всей округи приносили булыжники и самодельный кирпич. Под куполом на высоте 27 метров первозданные фрески. С намоленных икон святые смотрят на всех, кто больше 2 веков приходит сюда за защитой. Раньше во всех обстоятельствах тяжелых, касающихся России, болезней, вообще всего, да, все, что касалось, народ шел в храмы. А сейчас храмы пустые. Каждый день отец Алексей зажигает свечи, он знает. В храм обязательно вернутся люди. Настоятель говорит, обычно сюда приходят за чудом, и оно происходит. Скажу так, мы же просыпаемся, это уже чудо. Мы ложимся спать, это уже чудо, что мы живы. Да. Эти ребята, как и большинство их сверстников, мечтают получать 5, но в воскресной школе не ставят оценок. Для Тамары Воробьевой важно, чтобы каждый ученик стал настоящим человеком, патриотом своей страны. Родина для меня – это семья. Это дом, это место, где хранят воспоминания. Дедушка 6 внуков Юрий Николаевич Яничкин переживает за их будущее. Офицер запаса часто приводит их в храм, где когда-то сам испытал настоящее потрясение. Помните, в детстве разбивали коленки? Вот ее разобьешь больно, и она тут же отходит, и начинаешь и плакать, и смеяться. Вот что-то такое произошло. Буквально в течение минуты-двух у меня сменилось настроение на такое, как будто я встретил всех своих любимых, всех родных, собрал их дома, накормил, напоил. Вот они легли спать. И я смотрю, все живы, здоровы, все хорошо. Крепостные крестьяне в начале 19 века не могли даже мечтать о том, что храм, построенный их руками в 21 столетии, люди смогут увидеть так высоко над землей. Новые технологии изменили мир, но незыблемыми остаются вера, надежда, любовь, настоящая дружба и верность своему Отечеству. Ирина Начарова и Глеб Сорокин.